Распространеннейшая рекомендация, которая сейчас живет в каждом чате. Пить 2 литра воды в день. Если вы сейчас держите в руке стакан воды и думаете, правильно ли я пью воду, вы сейчас точно по адресу. Я уже 2 года провожу эксперименты над собой и по приему воды в том числе. И настал момент поделиться ими с вами. Тем более вы часто мне задаете вопросы не только по поводу волос, но и в целом всей внешности. Hi everyone, с вами Ева Лорман. Я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. Сегодня я хочу с вами поделиться не сухими лекциями про 2 литра в день, своим реальным экспериментом, который длился 2 года и перевернул мое отношение к воде. В нем есть и наука, и личный опыт, и даже немного драмы с болями и отеками. Когда мне не было еще и 30 лет, я была очень активная энтузиастка, которая много работала в своих школах, салонах и совсем забывала пить воду. После работы я садилась в машину и ехала домой. Утром вставала, опять в машину, доезжала до работы, опять работа. Все это бесконечный процесс, который привел к тому, что у меня просто начала жутко болеть спина. На работе, конечно же, я передвигалась, я не сидела на месте, но это все было в рамках нескольких квадратных метров, потому что я делала своим клиентам полный образ, работала с их волосами, окраш, стрижки, брови, макияж. Спектр моего движения был в радиусе пары метров. Что касается работы, я очень ответственная энтузиастка, которая вся отдавалась работе, забывая об основных своих даже жизненных потребностях. Да что там мы говорим про воду, я даже поесть забывала. И как я уже сказала, из-за этого у меня начала сильно болеть спина. И со временем боль была настолько выраженной, что мне было уже больно вставать с постели. Не то, что там стоять перед клиентом целый день. В итоге я начала брать больничные, ходить по врачам, сдавать анализы, которые не приводили ни к какому результату, пока я не попала к хорошему специалисту, который провел мне полное обследование и сделал вывод: соли в почках. Выходить из этой ситуации было достаточно долго и нудно. Я принимала препараты, какие мне назначали врачи, но, честно сказать, это все было, мягко говоря, бесполезно. Доктор мне провел такую мини-лекцию по поводу того вообще, откуда это все берется. Пообщавшись со мной про мой режим дня, что я не пила воду, а это и есть причина моих проблем. И врач мне пояснил, что при недостаточном потреблении воды в организме образуется застой, из-за чего в почках могут формироваться различные отложения. Тогда интернета еще не было, и посоветоваться можно было только лично с врачом из поликлиники. Других историй неоткуда было взять. И позже, когда появился интернет, стало много доступной информации, и в том числе распространеннейшая рекомендация, которая сейчас живет в каждом чате. Пить 2 литра воды в день. Сколько раз вы слышали эту фразу? Она звучит буквально как мантра в фитнес-блогах, чатах про похудение и в разговорах на кухне. Но вот вопрос. Откуда взялись эти 2 литра и подходят ли они лично вам? Я тоже поверила в этот миф. Думала, ну вот, это и есть решение всех проблем. Клин клином вышибают. Не пила воду, начни пить воду, и будет тебе счастье. Начала покупать красивые бутылки с разметкой, ставить себе напоминания. Гордилась собой, когда выпивала всю норму. Ну, кстати, норма рассчитывается у каждого индивидуально. На мой вес примерно 1,7 литра. И когда я проходила этот квест, на утро я просыпалась с лицом, похожим на подушку. Были невероятные отеки. И именно в те дни, когда я пила много воды. И я никак не могла понять, ну как же так? Я же делаю все правильно. А правильно это как? Конечно же, начитавшись, наслушавшись специалистов, которые советуют в первую очередь считать чистую воду на килограмм веса. Ок, я посчитала, я исполняла. Не учитывать при этом супы, чай, кофе, фрукты. И выпить всю норму до 15:00.
Я так и делала. К вечеру, часов в 5, мои ноги были как колотушки, а лицо на утро как луна. Кто часто смотрит меня на моем канале, периодически видят мои изменения в лице. То оно у меня вот такое круглое, то оно у меня вот такое вытянутое. И очень часто задаются вопросы на этот счет. Что с вами? Ну, понятно, я там часто переезжаю, перелетаю. Это тоже может влиять. Но чаще всего влияло именно количество воды, которую я пыталась в себя запихнуть. Можно так сказать. Потому что 2 литра воды, они не залазят в организм, когда он находится в обычном спокойном состоянии. В общем, после этого всего я решила все-таки разобраться. Доктор мне сказал, я не пила воду, значит ее надо пить, но излишнее количество воды, которое предлагается во всех этих нововведениях, мой организм не воспринимает. Либо воспринимает, но вот с такими последствиями. Я решилась на эксперимент. Я пила воду по-разному и смотрела, что же будет. Разделила эксперимент на 3 этапа. Первый режим, как все. Я старалась выпивать свою норму воды, невзирая на то, что я делаю в течение дня. Ну и что я ем и что пью. Да. Второй режим по ощущениям. Пила воду только тогда, когда чувствовала жажду. И третий режим под нагрузку. Подстраивала количество воды под физическую активность и приемы пищи. И результаты не заставили себя долго ждать. В первом режиме меня постоянно сопровождали отеки. Я утром вставала, не видела порой своих глаз. Была тяжесть в ногах к вечеру. И четкое ощущение, что мой организм просто не успевает справиться с таким объемом воды. То есть в этом режиме я считала только потребляемую воду. Неважно, что я там пила, ела, как я уже сказала, супы я здесь уже не учитывала. Между прочим, вот эта информация очень часто мелькает в интернете, что в вашем питьевом режиме не должны участвовать другие жидкости. Кстати говоря, чай и кофе действительно не стоит учитывать. Они выводят жидкость из организма, и после чая и кофе на самом деле надо выпить воду. Это, кстати, очень хорошо прослеживается в культурах Средиземноморья, где, когда подают кофе или чай, обязательно еще подают и воду. Второй результат. Когда я пила по наитию, только тогда, когда мне хотелось, я чувствовала обезвоживание. Ну, то есть второй эксперимент – это примерно тот образ жизни, который у меня был. Жажды у меня не было, потому что я не занималась тогда специально для этого физической нагрузкой или физической активностью. Просто вела обычный среднестатистический образ жизни. Жажды не было, на самом деле так и есть. Ну, пока не съешь что-нибудь соленое. А вот третий режим оказался самым сбалансированным. Один из главных выводов, который я сделала: вода и еда – это команда. Воду надо пить не отдельно от еды, а вместе с едой, но с умом. Я очень часто слышала вот эти все разговоры про то, что во время еды пить нельзя, потому что разбавляется желудочный сок. Это верно, но не совсем все настолько критично. Опять же, из моих личных ощущений, если я ем сухую твердую пищу и запиваю ее водой, вода помогает переварить пищу быстрее, так как вода участвует в расщеплении белков, жиров и углеводов. Но есть нюанс. Если пить воду слишком много прямо во время еды, можно разбавить желудочный сок настолько, что процесс пищеварения станет хуже. Поэтому я пришла к такому правилу. Выпить стакан воды за 15-20 минут до еды. Ну какой стакан воды? Тоже не полулитровый стакан воды. Обычный стакан воды, 150-200 грамм, не больше. Опять же, я даже могу сказать, я никогда прям полный стакан не выпиваю. Я всегда стараюсь услышать свой организм, сколько мне на данном этапе нужно воды. Но то, что она нужна, это очевидный факт, потому что вода запускает процесс пищеварения. И я жду ощущения, что я хочу есть. То есть я не так, что взяла, выпила эту воду, поставила таймер и ровно через 20 минут иду есть. Нет, я выпила воду. Да, могу поставить таймер, но все равно жду, что мой желудок мне говорит: все, теперь я хочу есть. То есть я жду чувства голода.
мой организм должен захотеть есть. И только тогда я уже ем. Если во время еды хочется запить какую-то пищу, то это всего пару глотков. А вот уже после еды подождать примерно 30-60 минут, и уже можно выпить опять порцию воды. Но опять же, чаще всего лично мой организм мне подсказывает, вот я поела, и через какое-то время я понимаю, так, я хочу пить, пойду попью воды. То есть я сейчас максимально слушаю, что мне говорит мой организм. Второй инсайт, который пришел мне во время этих экспериментальных качелей. Физическая нагрузка, в принципе, может поменять правила игры. Когда человек занимается спортом, организм теряет воду с потом, и потребность в ней резко возрастает. Но тут важно не просто налиться водой, а тоже сделать это грамотно. Если выпиваю сразу большое количество воды, чувствую тяжесть в животе, и даже тренировка уже не такая интенсивная. Если пью понемногу, буквально несколько глотков каждые 15 минут, все отлично. И между прочим, даже потовыделение идет более равномерное. Почему так происходит? Во время физической нагрузки организм, конечно же, интенсивно работает. Качает кровь, мышцы сокращаются, кожа выделяет пот. Прекрасный круговорот. И вода нужна, чтобы поддерживать этот процесс. Но если залить в себя литр за раз, почки и сосуды могут не успеть справиться с таким объемом. И вот они опять отеки, даже при физической нагрузке. В итоге я для себя сделала следующие выводы. Если я тренируюсь, до тренировки выпить небольшой стакан воды за 30 минут. Во время тренировки по глотку каждые 15 минут. И уже после тренировки можно выпить еще стакан, а если очень сильно хочется пить, подождать минут 15-20 и еще попить. Это примерно как заправить машину. Если лить бензин слишком быстро, он просто выльется наружу. Нужно делать это постепенно. Так и с водой. И третий инсайт из моего эксперимента. Если нет нагрузки, не гнаться за вот этими литрами. Когда я перестала заниматься спортом на период своего эксперимента, вернулась к обычному ритму жизни, я поняла, что без физической нагрузки организму не нужно столько много жидкости. Избыток воды может привести к отекам, потому что почки не успевают ее выводить, а электролиты, натрий и калий, разбавляются. В результате надувается лицо, даже чувствуется, как тело все такое надутое, а с утра опять встаешь и смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну что это такое? В итоге, к какому выводу я пришла? Норма воды – это совершенно не фиксированное число, а индивидуальный показатель, который зависит в первую очередь от веса и роста, уровня физической активности, климата и температуры воздуха, что немаловажно, потому что в жаркой стране, конечно же, люди потеют. Соответственно, им нужно потреблять больше воды. А если нет такого потоотделения, избыточное количество воды может привести к отекам, особенно если человек с низкой физической активностью. Также зависит от рациона, что мы едим. Поэтому в итоге, конечно же, надо слушать свое тело. Жажда – это естественный сигнал, что пора пить, но не за один раз все, грубо говоря, 2 литра. Я чаще всего подстраиваюсь под день. Если тренировка, то я пью больше, но небольшими порциями. Если я сижу дома и не двигаюсь, то именно вот этот объем, который положен на килограмм веса, я не выпиваю. Дело все в том, что когда нет физической активности, вот, например, у меня нет и жажды. Я не ем соленую пищу, прям сильно соленую пищу я не ем. И тут я поняла, что именно этим процессом и надо руководить. Когда у нас во время тренировок срабатывает инстинкт, я хочу пить, он у всех практически срабатывает из-за того, что идет сильное потовыделение, и, соответственно, организм тут же хочет восполнить недостаток воды. В обычных условиях так не происходит. И вот тут я уже держу руку на пульсе. Я в перерыве между едой обязательно ставлю себе напоминание, что мне нужно выпить немного воды. И не пью, конечно же, ее залпом. Учитываю всегда рацион. Если есть прием жидкого первого, я также его учитываю. В общем, вода – это, конечно же, не волшебная таблетка, как ее преподносят во многих пабликах
бублик. 2 литра воды в день – это ваш обязательный рацион. Мой эксперимент, например, показал совершенно другое, что здесь нет четких правил. С удовольствием поделилась с вами этой информацией. Надеюсь, она вам поможет разобраться, как правильно пить воду. Возможно, вы тоже сталкивались с этими вопросами. Напишите в комментариях, мне будет даже очень интересно почитать, как вы пьете воду, какие последствия у вас и вообще, как вы считаете, действительно ли надо принимать 2 литра в день любому человеку, неважно, чем он занимается, какую пищу он, кстати говоря, тоже потребляет, и какой образ жизни он ведет. Если вы устали от некачественного окрашивания волос и хотите этот процесс взять в свои руки, я учу вас не зависеть от этих обстоятельств. Салонный блонд дома, салонный русый дома. Для тех, кто не хочет уже искать думающего мастера и не переплачивать огромные деньги. Салонный блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени, как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность: в каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео.